Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Телеграм и вяжем вот такую красоту. Сегодня у меня идея палантина яркого, праздничного, простое тело и красивая ажурная кайма. Надеюсь, видео вам понравится и вы свяжете такую красоту на подарочек. Смотрим видео. У меня вот такие советские ниточки, очень старенькие, времена сложные, поэтому вяжем из того, что у нас есть. 400 метров 100 грамм, это хлопок. Такая пряжа для хлопка толстоватая. Она даже, мне кажется, по ощущениям чуть толще, чем слонимская пряжа. Поэтому я взяла крючок 3,25. Набираем, как всегда, колечками 1, 2, 3, 4 воздушные петли и в первую петлю столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4 и в первую петлю столбик с одним накидом. Наша задача набрать примерно метр 20. То есть мы сначала будем вязать тело из простых галочек, и мы набираем длину нашего палантина, а после того, как свяжем плотное тело, будем вязать ажурную красивую кайму. Набрали цепочку необходимой длины и начинаем вязать узор. Вяжем 1, 2, 2 начальные петли, мы будем так всегда начинать вязать, и в само колечко. Внизу у нас воздушные петли, а мы вяжем за столбик. Столбик с накидом, воздушная петля и столбик с накидом. Вот такая галочка. Воздушная петля. Переходим в следующее колечко и вяжем точно так же. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля. Такие у нас будут галочки. Основа вязания всего тела. Это будет рядочков около, наверное, 10 в высоту. А потом начнем вязать ажурный узор. Очень просто все пока. В каждое колечко столбик с накидом, воздушная петля и столбик с накидом. Такая вот галочка. Все очень-очень просто. Я провязала вот таким полотном, которое мы с вами начинали вязать, галочки, да? Вот основное полотно простым узором я провязала 23 сантиметра. Вот, 23 сантиметра. Теперь предлагаю связать ажурный узор, чтобы продолжить вязание наше интересное. Вот. Делаем 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Между первым и вторым столбиком вяжем столбик с накидом, воздушная петля и столбик с накидом. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. Следующее у нас узорчик галочка, столбик без накида. 1, 2, 3. И в следующую галочку наша задача провязать 5 столбиков и воздушная петля между ними. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 воздушные петли, в следующую галочку столбик с накидом. 3 воздушные петли и вот такой кустик у нас будет с вами. Такой кустик. Нам нужно связать весь первый ряд, повторяя кустик и 3 воздушные петли, столбик без накида. Я провязала первый ряд узора и поняла, что слишком чистить не нужно. Я провязывала, смотрите, в самом начале
5 столбиков и уже в следующую галочку делаю столбик без накида. А я поняла, что чтобы все было красиво, мы пропускаем галочку и между двумя галочками вяжем вот так вот столбик, 3 воздушные петли. И следующую, то есть раппорт узора у нас получается 4 галочки. Это прям очень важно. Прям очень важно запомнить. 4 галочки, раппорт узора. И двигаемся к завершающему этапу. Между первым и вторым столбиком мы провязываем 3 столбика с одним накидом и воздушная петля. 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петель. Разворачиваем наше вязание. И в это же вот самое первое место мы провязываем 1 столбик и 2. Вот такой пышный столбик должен получиться. Теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушных петель. 1, 2, 3. В четвертую воздушную петельку делаем соединительный столбик. У нас тут получилось такое пико. 1, 2, 3. И смотрим, где у нас эти 5 столбиков. Первый столбик пропускаем. Первый. Второй пропускаем. И вот по центру ставим, вяжем столбик. И еще один столбик с общей вершинкой. Получилось пышный столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Один пропускаем внизу столбик и в следующую воздушную петельку вяжем опять пышный столбик из 2. Вот такой незатейливый узор у нас с вами получился, который будем повторять. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4 в четвертую воздушную петлю пико и 1, 2, 3. Находим наши 5 столбиков, пропускаем первый столбик и второй. Между вторым и третьим вяжем пышный столбик из 2. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель между ними, и следующий столбик опять вяжем пышный столбик из 2 столбиков. Вот такой узор у нас должен получиться второго ряда. Такой у нас будет ажурчик. Узор второго ряда таков: пышный столбик, 5 воздушных петель, пышный столбик, 3 воздушные петли, пико, 3 воздушные петли. И заканчиваем мы пышным столбиком из 2 столбиков, воздушная петля и столбик с одним накидом. Идем дальше. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Разворачиваем вязание и вяжем второй ряд, который уже вязали мы практически. В центр пико. Наша задача провязать столбик с накидом, воздушная петля и 5 столбиков с одним накидом, и между ними воздушная петля. То есть мы с вами уже этот кустик вязали, или веерок. Мы его повторяем. Мы сейчас с вами вяжем первый ряд. Первый ряд, но в шахматном порядке. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3 воздушные петли. Все. И в пико вяжем веерочек из 5 столбиков. Вот так все просто. Такой у нас узорчик ажурный, но достаточно красивый. 3, 4, 5. Повтор первого ряда. 5 столбиков, 3 воздушные петли, столбик без накида и 3 воздушные петли. Вот.
Вот такой у нас узорчик симпатичный сложится. Такой ажур. Вяжем. Довязываем третий ряд. Веерок связали. Раз, два, 2 воздушные петельки. И в третью петлю подъема вяжем столбик с одним накидом. То есть у нас должно быть абсолютно одинаковый один край и второй. В самом начале, помните, нет, мы вязали 5 воздушных петель. Вот. То есть одинаково все должно быть. Идем дальше. 7 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Из них раз, два, 3 в четвертую петлю соединительный столбик. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание и делаем то, что мы уже с вами вязали. Пропускаем первый столбик и второй. И вяжем пышный столбик. Мы это все с вами уже делали. В шахматном порядке мы вяжем свой узорчик. Раз, два, 3, 4, 5. Один столбик пропускаем. Вяжем пышный столбик из 2 столбиков. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот так вот, да, получилась ниточка у меня. Раз, два, 3, 4. В четвертую соединительный столбик. 1, 2, 3. И опять повтор. Вот. То есть вот в таком у нас будет плане будем менять в шахматном порядке узор. В следующем ряду, там где у нас пико, мы провязываем самое наше начало. Помните, мы вязали 3 столбика. Вот они у нас. 3 столбика. Там где у нас 5 воздушных петель, столбик без накида. То есть мы делаем все время повтор 2 рядочков. И вяжем в шахматном порядке узор. Либо мы вяжем 5 столбиков, либо мы вяжем пышные столбики и 5 воздушных петель. Предлагаю попробовать. Узор очень простой, а смотрится очень красиво. У меня получилась вот такая красота. Я провязала ажурным узором. Сейчас измерю, чтобы 25 сантиметров. 25 сантиметров. И самый последний рядок я провязала таким образом. Сейчас я вам покажу. Вот. То есть я сделала пико, как мы с вами вязали, по центру. И пико сделала там, где у нас были сдвоенные столбики. Причем вязала все так же. У нас было раньше здесь 5 воздушных петель. Я провязала 7 пико и плюс 3. И в итоге вот такое окончание у меня получилось. Такой палантин нарядный на какой-нибудь праздничный вечер. Простое тело и ажурная широкая кайма. Надеюсь, что вам видео тоже понравится. Узор очень простой, мы с вами его разобрали. Расход пряжи у меня вот такой простой. Камтекст, московская фабрика. Крючком 3,25 ушло 150 грамм. Буду рада, если видео вам понравится. Пишите в комментариях, как вам идея. И подписывайтесь на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram. И будем вязать вместе. До новых встреч!